последнее время появилось много методик по выявлению способностей у детей. Так мы пытаемся облегчить ребенку путь развития, чтобы он не метался в поисках своего места в жизни, а сразу пошел напрямую к цели и добился невероятных успехов. Но выявлять таланты и содействовать их развитию – это одно, а определять предназначение человека – это другое. Один знакомый предложил нам: давайте искать предназначение детей, будем открывать вундеркиндов. Но задумаемся, в чем состоит суть развития и как происходит эволюция души. Поможет ли определение предназначения индивида ускорить прогрессирование его души? Вообще о развитии, о его аспектах можно говорить бесконечно. Но, видя непонимание высших задач людьми, приходится возвращаться к данной теме вновь и вновь. Вундеркиндов открывать не надо. Они сами себя откроют необычными дарованиями. Но откуда они берутся? Давайте сначала вспомним из прошлой нашей информации, что способности, талант – это не дар свыше, а это наработки самой души. Это те крупицы золотой энергии, которые человек накопил упорным трудом в тайниках матрицы своей души. И степень мастерства объясняется количеством энергии соответствующего качества, накопленного в ячейках матрицы. Мало накоплений в душе, способности проявляются слабо. Много накоплений, человек блистает талантом. Поэтому способности надо не столько открывать, сколько развивать и развивать, увеличивая личные накопления матрицы. Вундеркинды появляются из тех душ, которые успешно развивались в прошлом и приобрели устойчивые качества. Дальнейшее развитие в этом же направлении даст специалиста высокого класса. Сила таланта от трудолюбия души. Бог лишь предоставляет возможность каждой личности развивать в себе способности, накапливать мастерство и совершенство, несмотря ни на какие трудности и невзгоды. И наблюдая за усердием той или иной души в качестве вознаграждения, Бог строит основную программу ее жизни полностью на творчестве. В этом случае появляются великие музыканты, артисты, архитекторы и поэты. Но они становятся великими не для того, чтобы купаться в лучах славы и жить в роскоши, а чтобы служить духовным примером для молодых душ, только начинающих свое развитие, явиться для них тем идеалом, к которому те стремились бы. А ведь каждый в итоге своего развития обязан достичь такого же совершенства, но через несколько последующих воплощений. За одну жизнь к совершенству прийти невозможно, поэтому каждый индивид должен готовить себя сначала к великому труду, и тогда однажды, если он того захочет сам, он может стать великим в глазах нижестоящих. Но некоторые души набирают в ходе совершенствования такую высокую сознательность, что отказываются от места великих, потому что понимают его истинное значение, его суть. Для того, чтобы определить наклонности ребенка, не требуется каких-то особых методик и расчетов. Надо лишь внимательно присмотреться к нему. Любые наклонности, способности, таланты связаны с желаниями ребенка. Но часто родители навязывают детям свои желания, то есть то, что не входит в программу ребенка, и этим препятствует ему почувствовать собственные внутренние задатки. Если же ребенку не мешать, а только наблюдать за ним, то преобладающие его наклонности легко можно обнаружить. Желания ребенка увязываются с его программой, а программа задает цель развития. Низменные желания, как искушения, могут навязываться отрицательной системой, поэтому надо уметь разбираться, какие желания от чего исходят. Но не всегда по появляющимся ранним способностям детей можно судить об их предназначении. Ведь каждому этапу жизни соответствуют свои желания и свои способности. Программа развития строится так, чтобы способствовать прогрессированию, а для этого личность надо чем-то заинтересовать. Но понятно, что интересы в 6-летнем возрасте не могут совпадать с интересами этого же человека в 20 или 40 лет. Поэтому вся жизнь человека делится на определенные периоды. И для каждого периода в программу включают интересы, соответствующие уровню, степени развития личности и тем условиям окружения, в которые она попадает. До 7 лет у ребенка могут использоваться способности, которые тот приобрел в прошлой жизни. Он может хорошо рисовать, танцевать в этом возрасте, потому что занимался этим в прошлом. Такого ребенка можно принять за вундеркинда, так как на фоне прочих молодых душ его способности будут служить ярким контрастом с их неумением. Но это не значит, что прошлые способности требуются ему в настоящей жизни как основное направление развития. Для настоящего этапа ему уже недостаточно быть художником, музыкантом или поэтом. Ему необходимо развиваться дальше. Поэтому, вопреки детским увлечениям и талантам, он становится адвокатом или руководителем предприятия. А те способности, которые проявлялись ранее, идут как сопутствующие.
Они помогают расслабиться в минуты напряжения и украшают его жизнь вдохновением творчества. Они являются базовой основой, на которой формируется настоящий высокий вкус человека, его тонкое чувствование высокого искусства. На этих способностях строится умение профессионально оценивать чужие произведения искусства. Без накопленных аналогичных знаний сделать это невозможно. Иногда прошлые способности человека закрываются, так как в настоящей жизни ему предназначается освоить какие-либо обычные деловые отношения или поработать в совершенно другой сфере. Его полностью сосредотачивают на новом, и тогда прошлые способности будут проявляться только в качестве его вкуса. Часто до 7 лет ребенку сразу предоставляются возможности развить себя в новом направлении. Игра на каком-либо инструменте, изучение иностранного языка, освоение различных видов спорта, изучение математики, шахмат и так далее. Поэтому учить ребенка нужно всему, чему только можно. Это поможет или развивать уже имеющиеся способности, или нарабатывать новые. Но и одно, и другое необходимо. Все требуется доводить до совершенства. Но как прошлые способности отличить от тех, которые нужно развивать? Возможно ли это в принципе? Прошлые способности проявляются, но душа к ним относится равнодушно. У нее отсутствует тяга развивать их дальше. А способности, которые ей необходимо нарабатывать в последующем, будут пробуждать в ней постоянно желание созидать, работать в данном направлении день и ночь. Они заставят стремиться душу к тем действиям, которые станут способствовать приобретению новых навыков или дальнейшему совершенствованию уже имеющихся. То есть выявить человек может только способности, талант, но никогда не сможет определить предназначение другого индивида, потому что никто не позволит ему заглянуть в чужую программу. Правда, отдельным ясновидящим открываются некоторые ситуации в жизни человека, но это лишь единичные фрагменты его будущей жизни. Показывают их специально для осознания индивидом каких-либо ситуаций. Но предназначение человека не дано узнать никому, потому что это тайна его развития. Есть, конечно, единичные случаи, даваемые свыше, но все они имеют определенную цель – продвинуть мышление людей в нужном направлении. Даже нам, посланникам, никогда не говорили о нашем предназначении, хотя многие упорно добивались на контактах открытия своей миссии. Но почему о предназначении человека нежелательно говорить ему самому? Есть ли вред в этом? Человек не должен знать своего предназначения, а обязан чувствовать его на интуитивном плане и стремиться выполнять его. Суть совершенствования души состоит в поиске, в производимом человеком выборе между добром и злом. Если человек научится прислушиваться к зову собственной души, а его он часто путает с желаниями тела, то разовьет интуицию, отточит способность чувствовать личную программу, а следовательно воссоединяться с замыслами высших, чего они как раз и добиваются. Если же индивид будет знать свое предназначение, из его жизни исчезнет поиск, устранится множество воспитательных моментов. Он напрямую пойдет к цели. Незнание же ее позволит выявить недочеты и пороки человека, так как в период поиска ему всегда предоставляется выбор между добром и злом. И это очень важно, потому что, не зная своего предназначения, когда закрыта память прошлого, индивид может совершить и подлость, и высокий поступок, смотря что выберет. А это имеет громадное значение для определения качества его души. За счет производимого выбора человек набирает баллы, строит свое внутреннее содержание. Он постоянно мучается в поиске, что предпочесть в той или иной ситуации, на чем остановиться. Мозг его анализирует, душа работает, а итог будет подведен после смерти. Не звания, медали, титулы будут служить итогом его жизни, а те качества, которые приобрела душа за счет собственных устремлений и совершаемого выбора. Выше всего Богом ценится развитие души. Со многими званиями и титулами можно легко попасть в отрицательную систему, то есть к дьяволу, потому что выбираемые пути соответствовали ее методам развития. Но даже если предположить, что человеку будет раскрыто его предназначение, то что это ему даст? Будет ли способствовать его качественному выполнению программы? Конечно, в этом случае задача намного упрощается. Подобное можно сравнить с решением сложной задачи школьником. В одном случае ему сообщается конечный результат, а в другом случае он остается неизвестен. Естественно, что в первом варианте путь поиска облегчается. Но до того, как человек дойдет до своего предназначения, ему потребуется очень много сделать и очень многому научиться. Само по себе наличие в программе какой-то особой миссии ничего не значит, потому что всегда даются испытания и конкуренты.
И стоит какую-то ситуацию решить не так, как угодно высшим, как твое место в социуме займет другой, более успешно решивший поставленные задачи. У любого человека, выполняющего значительные задачи для общества, имеются дублеры. Поэтому можно говорить, что одно предназначение имеет нескольких исполнителей, или точнее, нескольких претендентов. Отсюда у 9 из них предназначение не исполнится, а у 10-го сбудется. Поэтому объявить человеку о его предназначении – это еще не значит, что оно исполнится. Предсказание может исполниться только в том случае, если предсказатель видит ситуацию, относящуюся к главной точке его программы. Но сам он в этом может просто не разбираться. Например, можно кому-то предсказать, что он будет президентом. Этот вариант включен у него в программу. Но данное предсказание не будет означать, что перед этой личностью открыта широкая дорога к вершине. Чтобы осуществить указанное предназначение, человеку придется долго и упорно работать над собой, много изучить, понять, пройти множество испытаний. И только обогнав своих конкурентов, во всем этом он сможет занять достойный пост. Так что, как мы видим, не у каждого предназначение оправдывается. Кроме того, надо указать еще на одну особенность. Для реализации любого предназначения требуются конкретные условия. Для того, чтобы человек реализовал свою миссию, необходима определенная среда. Без нее проявление человека в указанном качестве не произойдет. Человеку можно сказать о его предназначении, но общество имеет варианты путей развития, выбор которых зависит от других индивидов. И эти индивиды могут выбрать такой путь, ситуации которого будут не соответствовать реализации данного человека. То есть в обществе могут сложиться такие ситуации, в которых надобность именно в данном человеке отпадет. Потребуются другие люди с другими способностями. Так, например, станут нужны экономисты, а не политики, или созидатели, а не разрушители. То есть существует множество факторов, которые будут мешать раскрытию предназначения человека. Очень важно, в какую социальную среду попадет человек в ходе своего личного выбора или выбора общества, когда по стечению многих обстоятельств весь социум сворачивает на некоторый результирующий вариант пути развития. В результате выбора многие ситуации качественно меняются. Вместо положительной среды индивид попадает в отрицательную. На бытовом плане это будет выглядеть так, что человек попадет в группу людей, преобладающее число которых будут составлять личности от отрицательной системы, а они станут постоянно подавлять его и мешать проявлять себя. И здесь важным окажется умение защищаться и вступать в противоборство, а не нести миссию созидания. То есть эти ситуации потребуют от личности наработки других качеств, отличных от тех, которые связаны с исполнением его предназначения на другом пути. Кроме того, за жизнь предназначения у многих людей меняются. Сегодня он занимается одним делом, завтра другим. Сама жизнь постоянно преобразуется, перестраивается и требует от человека адаптации к новым условиям. Но диапазон предназначения человека очень обширен. Не стоит зацикливаться только на великих и значительных. У одного предназначения стать дворником, у другого поваром, у третьего фермером. И кто скажет, что ни одно из этих дел не важно? Все они востребованы людьми и нужны нашему обществу и каждому из нас. Кроме того, вредно ориентировать человека на высокие миссии, так как это способствует формированию у многих отрицательных качеств. Высокомерие, зазнайство, гордыни и тому подобного. Человек не должен зацикливаться на своих предназначениях и миссиях. Он обязан оставаться свободным созидателем мира и своей души. Для личности важно не предназначение, а добросовестное выполнение своих обязанностей и максимально возможное развитие в интересующем направлении. Человек неправильно ставит перед собой цели, забывая о духовном совершенствовании. Но надо стремиться не к знаниям, а к профессионализму, к максимальному пониманию того, с чем работаешь. А работать надо не ради денег, коттеджей, машин и прочих материальных благ, а ради совершенствования души. И не только своей, а любой. Все материальное останется на земле и рассыплется в прах. А то, что накоплено в душе, или облегчит твою участь в будущем, или отягчит. Предназначение каждого быть человеком в лучшем понимании этого слова, ибо Бог создал данную форму специально для определенных космических целей, и Он ждет от человека добра и милосердия, сострадания и любви к другим людям. Любое предназначение на земле направлено на то, чтобы воспитать совершенную личность, совершенную душу, достойную перехода в иерархию Бога.